Дорогие друзья, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам покажу, как связать вот такую салфетку крючком. Она у меня получилась очень большая, даже не влазит в экран. По размерам, вот я ее сейчас измерю, но вам не будет все видно, как я мерю. Это 47 сантиметров в ширину и 73 сантиметра в длину. Вот такая большая овальная салфетка. Схему я сейчас после этого начального момента приложу. Вы можете остановить, поставить на паузу видео и посмотреть на эту схему. Также эту схему я выложу в своем инстаграм. Можете сохранять и вязать. Переходите, пожалуйста, подписывайтесь. Там очень много интересного я выкладываю. Провожу совместные вязания по своим авторским дизайнам рельефных салфеток. Данную салфетку я вязал вот такой пряжей. Называется Анни от фирмы Циркула. В этом мотке 500 метров, стопроцентный мерсеризованный хлопок. Рекомендуемый крючок для этой пряжи 1,75 мм. Я таким и вязал. Вот мой крючок. 1,75 мм. Скажу вам сразу по этой пряже, где я ее купил. Можете даже не спрашивать, потому что я живу в Бразилии и вяжу местной пряжей. Это местная пряжа. Российской пряжи я никогда не вязал, поэтому точно вам не скажу. Но я в своем инстаграм проводил опрос среди мастеров. И так вот, большинство мастеров выбирают для вязания салфеток, который будет, приблизительный результат будет похож на такой, как у меня получается. Самые ходовые это три марки: Vita Coco, Пехорка Ажурная и Анна 16. Вот, пожалуйста, можете опираться на них. Но вы также можете вязать абсолютно любой пряжей. Главное, чтобы это был стопроцентный хлопок, иначе салфетка форму держать не будет. Это будет похоже на носовой платок, а не на салфетку. И как бы вы ее не блокировали, чем вы ее не блокировали, она не будет держать форму. Нужен хлопок. Но это если вдруг кто не знал. А блокировать салфетки нужно обязательно, иначе она не будет такой красивой, такой ровной. При блокировке я ее замачиваю в своем крахмальном растворе, крахмалю с кукурузным крахмалом, и растягиваю в разные стороны ее руками. Ну, достаточно сильно, но и не сильно, чтобы ее всю искривить. Таким образом, чтобы у меня все петельки встали на свои места. И уже потом я придаю форму с помощью английских булавок, иголок на большом листе пенопласта. Можете использовать лист пенополистирола, он не крошится как пенопласт, но здесь у себя, еще раз повторюсь, я живу в Бразилии, я не могу найти только пенопласт, поэтому блокирую на пенопласте. Эту салфетку я вязал практически 100% по схеме. Единственное, в некоторых местах я где-то убавлял количество воздушных петель, например, там в этих арках в каких-то там или в этих, где-то, не знаю, уже не припомню, но где-то я уменьшал, потому что я считаю, что там слишком было много. Но в целом, в принципе, схема достаточно адекватная, не как большинство, если я вижу по схеме из интернета, они вообще просто какие-то сумасшедшие. Количество воздушных петель, то что я не знаю, как это нужно растягивать и для чего нужно такое большое количество петель. Но в этой же салфетке я примерно все то же самое. Я буквально, например, если по схеме 11 воздушных петель, я провязывал 10. То есть несущественно я уменьшал. Вот, поэтому, в принципе, практически 100% по схеме я вязал. Вот. Если хотите, можете оставаться со мной вязать по видео, если нет, можете сохранить схему и вязать по схеме, пожалуйста. Что ж, я постарался снять это видео более-менее медленно и близко показывал к камере все то, что я делаю, чтобы всем было понятно, как я вяжу. Но хочу сказать сразу, то что вообще мои видео, они не обучающие для мастеров вообще с нуля. То есть если вы еще плохо вяжете крючком, не знаете какие-то названия элементов, то советую сначала чуть-чуть подтянуть свои профессиональные навыки в вязании крючком, а потом уже смотреть видео. Ну и если вдруг кто не знал, в YouTube на самом экране вы можете найти такую кнопку в виде шестеренки, она изображена. Вы на нее нажимаете, вы также можете там изменить скорость воспроизведения видео, как в большую сторону, так и, соответственно, медленнее видео будет идти. Ну, если вдруг кому-то так будет удобнее, можете сделать так. Ну что, я всем желаю приятного просмотра и ровных петелек.
Итак, для начала работы нам нужно набрать 97 воздушных петель. Для этого я беру нить, кладу вот так на пальцы, оборачиваю, придерживаю просто. Теперь вставляю крючок под нить, вот так по часовой стрелке его оборачиваю, и у меня образуется вот такая петля. Теперь в эту петлю я цепляю рабочую нить и вытаскиваю, затягиваю. У меня образуется вот такая петля. Она за первую петлю не считается. Еще раз показываю. Нить. Придерживаю. Вставляю под нее крючок. Оборачиваю вокруг часовой стрелки. Точнее, по часовой стрелке. Вот у меня образовалась петля. Теперь в эту петлю вытягиваем рабочую нить. И затягиваем. Все. Вот первая петля. Она за первую петлю не считается. Теперь набираем 97 воздушных петель. Раз, два, вот у нас две, раз, два. А вот та маленькая, которую мы затянули, она, естественно, не считается. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ну и так далее, я уже не буду. Считаем 97 воздушных петель. Итак, я провязал 97 воздушных петель. Вот у меня цепочка получилась. Здесь у меня 97 воздушных петель. Вот она у меня получается 97-я последняя. Теперь делаем 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Придерживаю пальцем вот эту нашу 97-ю петлю. Делаю раз, два, как столбик с одним накидом. Если вы привыкли делать 3 воздушные петли, как столбик с одним накидом, можете делать 3. Я делаю всегда 2 воздушные петли. Так, выполнил. Теперь накид. И получается в третью воздушную петлю от крючка, это наша 97-я, в нее мы выполняем еще 11 столбиков с одним накидом, то есть нужно 12. Но первый мы заменили 2 воздушными, теперь накид, вот 2 наши петли, и наша 97-я, в нее выполняем столбик с одним накидом, опять накид, и в нее же столбик с одним накидом. И всего нам нужно провязать 11 столбиков с одним накидом, плюс 2 воздушные петли подъема, получается 12 столбиков. Так, я провязал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все. 11 столбиков и 2 воздушные петли подъема. Получается 12 столбиков. Сейчас я еще раз пересчитаю. Воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все верно. Всего 12 столбиков вместе с воздушными петлями подъема. Теперь выполняем одну воздушную петлю. Пропускаем 2 петли основания. То есть ищем. Здесь у нас немножечко натянуто получается. Пропускаем нашу следующую петлю. Вот она здесь. Такая корявая, затянутая. Одна. И пропускаем следующую. То есть 2 петли пропускаем. И в третью соединяемся столбиком без накида. То есть выполнили в последнюю 97-ю петлю 12 столбиков с одним накидом вместе с воздушными петлями. 1 воздушная. Пропустили 2 петли основания и в третью соединились столбиком без накида. Теперь 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 4 петли.
Вот у нас здесь мы соединялись. Следующее раз, 2, 3, 4. И в пятую столбик без накида. То есть 5 воздушных петель и в пятую по счету столбик без накида. 4 пропустили. Опять. Раз, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Пропускаем 4. Раз, 2, 3, 4. И в пятую столбик без накида. Еще раз. Раз, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 4. Вот мы здесь сделали. Вот следующий раз, 2, 3, 4. И в пятую столбик без накида. Вот у нас получилось 3 арки. Не считая одной воздушной петли, у нас здесь маленькая арочка. 3 арки. Теперь опять одна воздушная, накид. Пропускаем 4. Раз, 2, 3, 4. И в пятую выполняем 8 столбиков с одним накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одна воздушная. Опять пропускаем 4. Вот она у нас следующая идет. Раз, 2, 3, 4. И в пятую столбик без накида. Вот наш раппорт. И дальше поехали. Раз, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 4. Раз, 2, 3, 4. И в пятую столбик без накида. Опять. Раз, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 4. Раз, 2, 3, 4. И в пятую столбик без накида. Раз, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 4. Раз, 2, 3, 4. И в пятую, Раз, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4. Пропустили в пятую. Столбик без накида. Вот сделали 3 большие арки. Арки воздушных петель по одной, которые у нас были, мы не считаем. 3 большие арки. Теперь одна воздушная, накид. Пропускаем также 4. Раз, 2, 3, 4. И в пятую вяжем 8 столбиков с одним накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одна воздушная. Пропускаем 4. Раз, 2, 3, 4. И в пятую столбик без накида. Далее 5 воздушных. И так далее. Вот таким образом продолжаем вязать ряд, точнее до конца цепочки. Когда дойдем до конца, я покажу, как мы будем разворачиваться и пойдем уже по другой стороне вязать таким же принципом. Если это видео вдохновило вас, было интересным и полезным, я буду очень рад увидеть, что же у вас получилось. Выкладывайте свои работы в Instagram с хэштегом «Вяжу с Дуду». Я этот хэштег просматриваю, лайкаю ваши работы и скриншоты ваших работ буду показывать в конце своих видео.